Всем доброго утра. Итак, дорогие друзья, перед вами богиня водопадов и источников Пигия. И она здесь не случайно. И не случайно здесь аквамарин, топаз, все камни голубого цвета, цвета океана, реки, воды, водные знаки, водные камни, кристаллы воды, еще их называют. Вода. Одна из самых сильных стихий, энергии мироздания. Очень много чисток, исцеляющих заговоров, связанных с водой, я вам дарила. И не только я дарила, тысячелетиями дарили знахари, шептуни, ворожеи. Читали на воду, давали людям пить, омывали. Это все взаимосвязано, это все работает, потому что вода обладает силой. Когда человеку все время с плохими пожеланиями угощаешь как бы чаем, кофе, со временем человек может заболеть. Вода настолько сильна. Вода, которая собирается на кладбище, называют мертвой водой. Есть живая вода. Вода, которая в гиблых местах называют мертвой, потому как туда набирается энергия смерти. Не обязательно, чтобы там была какая-то клоака или вонь. Нет, это может быть совершенно чистая вода, но место смерти, место нехорошее, гиблое. Там, где встречаются две реки, эта вода считается целебной. На Кавказе всегда в этих местах набирали воду, еще с рассветом приносили, умывались и лечили различные заболевания. Утром, бегая по росе, отдаем свои болезни водной стихии, она уходит. Есть вода внутренняя, есть вода земная, есть вода подземная. С водой очень много связано, и персонализация воды, как и других стихий. То есть это очеловечивание этой стихии для того, чтобы лучше представить, чтобы лучше ее как бы создать из нее некую сущность, да, живую материю и легче взаимодействовать. Например, в равнинной магии, это славянская магия, воду называли испокон веков различными именами. Самые старинные названия – это вода Татьяна, вода Маримьяна, Ульяна, Марьяна. Правда, и рассвет солнца тоже называют Ульяна, где-то Маримьяна. Но, видимо, это немножко различные сферы, но имена одинаковые. А может, намекает на то, что есть небесная вода, которая призывается ранним утром на рассвете на помощь человеку. Это очень глубоко, очень долго рассказывать. Я очень много говорила, объясняла. То же самое можете взять, например, лекцию недавно «Ключ, замок, язык», где я объясняю структуру заговора, как она составлялась и с чем это связано. Есть тайна заговора и связана с сущностями, которые призывались, и почему именно эти сущности и прочее. Хочу вам подарить такой интересный ритуал, которым сама пользуюсь, поскольку у меня очень мало времени, но когда от людей набираешь всякой энергии, очищаешь людей, пропускаешь все через себя, да даже информацию пропускаешь, их судьбы пропускаешь. Знаете, иногда просто ясновидение ничуть не меньше забирает энергии и силы, чем тот же самый ритуал чистки человека. И вот пропускаешь через себя, и нужно скидывать себя, очищаться,
Как говорят, сапожник без сапог, до себя руки не доходят, времени нет. Редко, конечно, иногда и себя восстанавливаю, но в любом случае. И вот я делаю этот ритуал каждый раз при купании под душем, под струей воды. Очищение водной струей называется. И вам советую это делать. Каждый раз, когда вы купаетесь, просто перепишите это на маленькую бумажку. Прикрепите, может, у вас душевая кабина или ванная, неважно, вот этими магнитиками различных цветов для детей, которые продают такие кругленькие. Закрепите просто этот заговор. Некоторые, которым я дарила этот заговор, они сверху приклеивали файл, чтобы, то есть она не пострадала. И каждый раз перед купанием туда ставили и читали. И читайте несколько раз, 6 раз, 12 раз. В принципе, это не столь важно, потому что когда вы почувствуете облегчение, легче станет, становится легче. Головная боль, тяжесть уходит. Каждый раз обновляйте свою энергетику. Очищайте себя. И вы знаете, очень становится легко. Если вы часто принимаете душ, не обязательно, чтобы вы мыли голову, волосы. Это не обязательно. Просто очищая свое тело. Вот пока вы купаетесь, пока просто стоите перед вот этой водной струей, просто читайте, и вам станет легче, легче, легче. Смывает вода, отрывает эту вот черную вот эту вот пелену, это черную энергетику, которая накапливается, и уносит, смывает. Мы одну правду, одну истину, один догмат связываем с другим. Как вот вода уходит, так и уходит зависть с глаз, плохое состояние. Почему люди всегда после какой-то там ссоры неприятного, да даже в интернете заходят куда-то, что-то читают нехорошее, неприятное какое-то, знаете, такое гнилую какую-то информацию воспринимают через себя, они потом, у них прям желание сходить в душ, скинуть с себя вот эту грязь. А уж тем более водолеи, они вообще... У меня самые лучшие идеи приходят под душем. Я все свои трудности и боль переживала в воде. Да, смешно звучит. Когда мне было тяжело, я просто шла в ванную. И вот, сидя в этой воде, плакала, переживала, думала. Это все отдавалось в воде, и я просто оттуда вставала обновленной. Всегда все свои трудности, бедствия. Если мне хотелось поплакать, порыдать, я всегда это делала под струей воды или в ванной. Мне так быстро это все уходило, так быстро обновлялось. Мало того, что ты все это как бы, и эти слезы, это все смываешь от себя, очищаешь, так еще вода просто убирает, уносит эту скорбь с души. Не просто так люди делали много тысяч ритуалов различных всяких, связанных с водой. И очищение, и омовение, и какое-то там обновление и прочее. И в конце концов и крещение в воде решили провести, как водная стихия, которая смывает старое и дает новое. Итак, напишите, распечатайте, положите это в файл, закройте сверху, приклейте, чтобы там вода не попала, например. Или просто напишите, в конце концов, прикрепите, ничего страшного, будете переписывать, если там с водой там что-то произойдет и как бы пострадает написано, это не важно. И пока принимаете душ, каждый раз читайте. Вам особо многое не нужно, но зато ритуал очень сильный и очень быстродействующий. Он сразу смывает с вас вот эту вот энергию, эту плохую энергию. В конце дня обновляет вас, успокаивает, и вы ложитесь спать, очищенная от повседневной этой какой-то зависти, злости, каких-то недобрых взглядов, неважно. Но это все уходит. Итак, начнем. Вода моя водица, кровная сестрица. Струя Татьяна, волна Марьяна, да водная сила Маримьяна. Смойте с меня все притки, уроки и призоры, всякие черные посылы, зависть и насланное зло. Все смоется, очистится, уйдет туда,
где люди не ходят, где кони не бродят, птицы не летают, в болото седучие, в долото сыпучие. Смойся всякая скверна с меня. Как вода в землю уходит, так и всякая скверна с меня сходит. Заклято. Объясняю. Уроки, призоры – это порчи, притки. Так называли какие-то закрытые дороги, какие-то посылы злые, какие-то нехорошие взгляды и так далее. Это все вместе называлось. Уроки, призоры. Сурочили человека, если вы слышали когда-нибудь, да? Урок, ты меня не сурочишь и так далее. Это вот из старинных таких заговоров. Я много сотен знаю наизусть. Всегда люди этому удивлялись, и мои друзья поражались. Но вот так вот осталось в голове. Повторяешь, говоришь, и оно в голове остается, уже твое. Еще раз. Вода моя водица, кровная сестрица, струя Татьяна, волна Марьяна, да водная сила Маримьяна. Смойте с меня все плитки, уроки и призоры, всякие черные посылы, зависть и насланное зло. Все смоется, очистится, уйдет туда, где люди не ходят, где кони не бродят, птицы не летают, в болото сыдучие, в долото сыпучие. Смойся всякая скверна. С меня, как вода в землю уходит, так и всякая скверна с меня сходит. Заклято. Сегодня я прочитала под роликом такой интересный комментарий одной очень, извиняюсь, конечно, за выражение, тупоголовой бабы. Она писала: почему вы так быстро читаете, я не успеваю записывать за вами. И какой толк тогда с вашей помощи? Вот хочется этой колхозной свиноте ответить. Во-первых, ролик, видеоролик, он для того и ролик называется, что это запись. Это не напрямую, не сижу напротив тебя, не диктую. Поэтому есть такая вещь интересная вообще в интернете. Можно перематывать, представляете? Перематывать, останавливать и записывать. Рука не отсохнет. Это первое. Во-вторых, будьте так любезны, если у вас очки непригодны для того, чтобы глаза видели, значит, тройные надевайте и рукой вот этой, которая у вас, видимо, не рабочая, не знаю, перемотайте вниз. И всегда внизу, если тем более работа уже достаточно времени прошло, несколько месяцев, внизу всегда есть ритуал. Я так устала это читать. Я просто убираю таких людей, потому что мне такие тупоголовые на канале вообще не нужны. Но я так устала от человеческого невежества. Вы сидите, обвиняете человека в том, а в чем толк? А зачем тогда вот вы вообще даете, если я не успеваю записывать? Вы обвиняете человека в том, что она недостаточно медленно диктует, чтобы вы записывали. Обвиняйте в том, что а где текст, а чего нету. Вместо того, чтобы взять, просто пролистать вниз, посмотреть, что текст уже давно, месяца 3, как там стоит. Это первое. Насколько, вот кем нужно быть, я не нахожу слов для определения вас, чтобы, во-первых, человека обвинить в том, что почему немедленно говорит, чтобы я записывала, да? Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Вместо того, чтобы понять, что можно остановить, записывать, остановить, это если тебе срочно надо. И во-вторых, насколько надо быть невежественной, чтобы до того, как написать, хотя бы не перелистать и не посмотреть. И причем всегда закрепляем текст специально, чтобы оно было прямо наверху. И вы удивляетесь, что вас послали, что закрыли вам дорогу вообще на этот канал и помахали ручкой. Не удивляйтесь, потому что у меня нет времени. Вас сотни тысяч. Вам показать, сколько СМС у меня, сколько мне приходится смотреть в день. Я вам сейчас на секунду просто покажу, чтобы вы поняли. Вот смотрите. Мне в день перелистывать под каждым роликом. Вот это все смотреть нужно. А почему я смотрю? Потому что я не хочу, чтобы там были оскорбления друг друга, какие-то грязные вещи. Я все смотрю, все читаю. И когда появляются подобные элементы, я их выкидываю,
потому что люди заходят на мой канал, здесь должен быть позитив, здесь должна быть поддержка, здесь должна быть сила жить и так далее. Для этого я создала этот канал, чтобы помочь людям жить. Жить, творить, идти вперед, преодолевать трудности, а не для того, чтобы за эти сплетни читать грязь, гадость, друг на друга кидаться. И когда я вижу так подобных животных, я их выкидываю из форумов. И вот подобно этим тоже, понимаете, им делать здесь нечего. Вместо того, чтобы спасибо, люди, когда находили старинные книги, там оборванные, порванные, уже выцвевшиеся, там невозможно читать, они по ночам сидели, разбирали каждую букву, записывали и были счастливы, что они нашли такую старинную вещь, которая им поможет. Я лично так делала. А вам, извиняюсь, хрю-хрю, вам просто вот так выложили, подарили. Вам не то, что там медленно поговорите с ними, чтобы они записывали. Вам лень останавливать, записывать. Я должна по буквам вам, как в 1 классе, по слогам читать, чтобы вы успели за мной записывать. Иначе у вас претензии. А зачем тогда вы говорите? Но не для таких свиней, как вы. Это точно. Для нормальных людей я даю. Это первое. И второй момент. Перематывать сказано русским языком 1 000 000 раз. Перематывайте, внизу есть текст. Если некоторое время прошло, уже есть текст. А если еще нету текста, то уж подождите пару дней, ничего страшного с вами не будет. 2-3 дня, неделю можно подождать. Или записывать. Русский-то язык вы знаете, наверное, сможете записать. До какой степени обленились? Может, мне скоро через курьеров к вам домой уже свечи доставлять, благовония вам привезти, по ночам приехать с вами сесть, провести эти ритуалы. У вас вообще стыд есть? Вам сколько ни помогай, вам мало, понимаете? И многим людям, которым я помогла, у них жизнь просто наладилась до такой степени, что они подумали, что это их заслуга, или люди просто забывают, или они думают, ну все уже дело сделано, можно и забыть. Они забывают, кому обязаны этим всем положить. Забывают. Потом удивляются, понимаете, что все это рушится. Да потому что вы силы обижаете, а не меня. Хотя я 100 раз говорила, мне без разницы, я не хожу за вами. Мне все равно. Человек, сделавший 1 раз подлость, для меня умер. Все, не существует. Но не в этом дело. Просто я пытаюсь объяснить. Вы насколько вот не понимаете, что за вами следит Вселенная? За каждым вашим поступком, за вашим мышлением она следит. Вы приходите с такой мордой. А что вот это вот медленно записывать не можем, успевать? А что вы такая? А зачем это надо? Понимаете, вот с такими претензиями, с такими вот свинотными вот такими вот отношениями к этим работам, которые вам просто дарят, а не продают. И вы хотите, удивляйтесь, что почему у вас чего-то не получается. Вы себя пересмотрите, как вы относитесь к миру, к людям. Как будто все вам обязаны и должны. Ни одного спасибо, ничего. Я помогаю людям, от которых врачи отказались. Но когда человек по-хамски относится, я не помогаю. Мне женщина написала насчет своей тети, не буду ее называть, что вот у нее вот никак не выйдет из болезни. Видно, что на человека смерть скинули. Это видно просто. Когда человек все время болеет, никак не выйдет, смерть. Я сказала, пусть она мне лично напишет, я ей объясню, что самой надо делать, и сама помогу. И вот она мне пишет. Здрасте, мне сказали вам написать, фотографию отправлять, мое имя, вот год рождения. Я говорю, и на этом все? Она пишет фамилию свою дальше. Я говорю, и все на этом? Это все, что... Ну да. Я говорю, вам отказано. А вот почему отказано, подумайте. Хотя я очень сомневаюсь, что такой человек даже поймет, почему ей отказали. Вот сомневаюсь, что она поймет. Она может придумать все, что угодно, сказать, ой, она ничего не может, поэтому отказала. Или там вот она такая, всем обещает, ничего не делает, как некоторые, да? А что вы говорите, что вот она такая все, всех понимает, всем помогает, а сама вот что. Если я всем помогаю, это не означает, что можно мне написать и сказать, вот сказали скинуть фото, вот я скинула. Ты умираешь. И ты хотя бы не говоришь, здравствуйте, помогите, пожалуйста, мне. Вот вы сказали написать, я написала, помогите, пожалуйста. Просто. Вы же сказали написать, вот я пишу. Но это тебе нужно, а не мне. Это ты помираешь, а не я.
Вы понимаете, элементарные вещи, которые люди не понимают. Я не сказала кланяться мне каждый день. Это слово уважаемый. А что вы всем говорите? Я никому никогда не говорила, пишите обо мне уважаемый. Я даже не знаю, с какого времени началось вот это вот такое обращение. Кто первый написал? Не знаю. Люди так вот перехватили. Или... А почему? А что, мы уже подозреваем? Знаете, мы настолько привыкли к хамству, что слово уважаемый у вас вызывает подозрение. Что здесь такого? Уважаемый, значит, уважаем тебя за все, что ты для нас делаешь. Что здесь такого? Не обязательно именно так обращаться. Можно просто «Здравствуйте, Инга. Вот вы сказали кинуть фотографию. Помогите мне, пожалуйста. Кидаю вам фотографии и данные». Почему вы считаете, что вам все обязаны? Скажите мне, откуда у вас такое понимание? Никто никому не обязан вообще. Ладно, еще один раз читаю, а как что делать, уже объяснил. Вода моя водица, кровная сестрица, струя Татьяна, волна Маримьяна, волна Марьяна, доводная сила Маримьяна. Смойте с меня все притки, уроки и призоры, всякие черные посылы, зависть и насланное зло. Все смоется, очистится, уйдет туда, где люди не ходят, где кони не бродят, птицы не летают, в болото сыдучие, в долото сыпучие. Смойся всякая скверна с меня. Как вода в землю уходит, так и всякая скверна с меня сходит. Заклято. Проведите, друзья мои. И все у вас будет меняться в лучшую сторону. По крайней мере, это доступная чистка. Если у вас времени нет, хотя бы к концу дня все время скинуть с себя эту отрицательную энергетику, и то хорошо. Всем удачи!